Ребят, я вас всех приветствую. Всех нас с прошедшим полнолунием. Дури не поуменьшилась у недоброжелателей, судя по всему. Я бы сказала, даже хуже стало. По раскладам, которые я делаю для спонсоров канала, когда постоянно мониторишь вот эти все 7 чакр и свои недоброжелатели, ох, там вырисовываются такие детали, я просто иногда в ахере. Ну, ладненько. Я думаю, вы тоже немножечко, да? Так. Что я передумала? Магический блок у нас заходит. Как прошли ваши ритуалы на полнолуние? Давайте посмотрим. Два варианта будет. Хочу пока вот так вот. Там посмотрим. Итак, первый вариант. Как прошли ваши ритуалы? Кладбищенское что-то счистили. Ну, прям обряд. Либо 4 стихиями, либо воском работали. Наполнились гармонией. Наполнение гармонией, ребят, тут отлично. Давайте вот так я положу. Наполнились гармонией. А ну-ка, как прошли ваши обряды. Тут прям четко обряд. Если кто на погосте работал, во, отлично. Так, маг, мастер, мудрость, опыт. Какие-то крысы вас хотели завести в лабиринт. Чтобы вы ревновали, что ли? Видимо, сами ревнуют кого-то к вам или что у них тут. А ну-ка, вы не победили в чем эмоции? Да, во всем вы победили. Ребят, если кто воздействует на вашу пару, здесь вы уверены в своем партнере, вам вообще напрягаться не о чем, а там людишки, видимо, стараются изо всех сил. Да, у них сейчас потери, кражи идут. У них бремя тяжелой ноши началось. Это они не победили свои эмоции. У них, видимо, ревность к вашему удару идет, ребят. Так, здесь у нас хладнокровный персонаж. Я бы сказала, что мужик, но не сегодня. Здесь баба под мужскими энергиями. Почему под такими жесткими? Во-первых, баба, любящая треугольники. Вот ее хлебушкой не корми, в треугольниках дай побродить. И она каждый раз думает, что она из треугольника выйдет в новые стабильные отношения и в брак. Прям брак все ее мечты осуществится. Почему баба считывается этой картой? Потому что баба у нас считает, что поставила себе защиту очень сильную. На самом деле у бабы там кое-что другое за ее спиной стоит. Темное. Вот так-то. Этот человек вас не единожды предавал. Ой, хочется ей материальных благ. В хаос, круговорот проблем попала. Не работает у нее магия, не работает ее налаженный механизм. Налаженный механизм в том, чтобы к ней приходили люди. Зазывные, наверное, какие-то ритуалы. Знаете, привлечение клиентов, такое всякое. По закольцовке постоянно делала себе. Ну, естественно, здесь брака хочет. Отношений. Крест, страдания, испытания хотела бы на вас, видимо, скинуть. Себе прорыв. Но дело в том, что баба себя подсветила в пространстве. У нее сейчас очень большая обида на своих же близких. Предательство пошло.
Думает, это кратковременно и получит она тайное знание. Плевать ей на других, эгоистичная личность, ее ожидают потери за потерями. Как у вас прошли ритуалы? А показывают вашего недруга. Так, как для вас прошли? Не буду говорить как. Здесь затмение безмятежности и высший абсолют. Здесь, ребята, каждый из вас, видимо, знает, насколько хорошо они прошли. Кому-то еще не надо знать этого всего. Из тех, кто может сидеть, знаете, злопыхатели различные, которые завидуют, что у них ни черта нет, а у других что-то есть. Хорошо, ребят, пройдут. Я подглядела. Хорошо прошли. Много показывают за вашу недоброжелательницу. Здесь соперница выпадает какая-то. Чукманда. Вот. Видимо, пока не надо кому-то это слышать и вообще знать. Каждый из вас сам уже увидел, посмотрел, возможно, даже продиагностировал. Отлично здесь. Здесь отлично. Там какой-то сюрприз недоброжелателю будет, весомый. Так, второй вариант, как прошли ваши ритуалы. Здесь на вас вообще через ваши волосы могут влиять. Ментал, астрал, сила внушения мыслей. Так, надо поблагодарить духов. Это первое, что хочу вам сказать. И здесь, смотрите, больше не могут на вас ничего вам внушить. Был подсел, поставлен охранец темный. Даже несколько защитников. Но надо поблагодарить духов. Возможно, здесь, кто проводил ритуал, могу сказать так, ритуал еще не закрыт вами. Возможно, вы в процессе этого еще всего можете находиться. Так, как у вас прошел? Были вам предупреждения о том, что вас в оковы, в обязательства, в долги хотят закинуть? Здесь прям предзнаменование зла. Извините, уж ебашила основательно. Делали на то, чтобы у вас магия не получалась, интуиция отключилась. Здесь полное выключение у вас, даже на физике. Ну, помимо этого, да, чтобы еще и была борьба за выживание, а нищета. Воздействие обрядами. Ну-ка. Здесь кто-то у вас в пространстве. Так. Контроль своей жизни. Возвращаете, освобождаетесь от заточения в страхах. Что я вам могу сказать? Здесь у вас, в вашем пространстве, в вашем доме, в 4 углах, даже может быть в машине подклад. Здесь подклад, через который периодически нагоняли вам всякую белиберду, то есть создания приходили к вам. Откровения были о том, что о вас заботятся высшая сила, либо еще получите. Какое-то вы все равно еще не победили свою эмоцию, из-за этого страдаете. Много думать можете, мудрости набраться надо, ребят. Здесь соперник с мужиком может быть. За счет этого вашего состояния может в рост идти.
как вампиры сидят на вашем канале, поэтому это учитывайте. А ну-ка, здесь у нас соперник что? Действительно мужик. Мужик, да. Причем мужик, постоянно обошляющий практику. Мужику. Не думаю, что там мудрость рода вашего соперника. Решите все свои проблемы, хотя вас пытаются в плен закинуть. Ваш дом, семья, стабильность, ваш род не дает покоя. Вообще у вас удача идет. И попытка своровать, видите? Что на эту попытку получаю? Да вы следите за этим всем. Смотрите, сколько мужиков. Есть проекты, двигайтесь по ним. Как хотите, двигайтесь. Любыми вообще путями. Любыми пространствами. Вот так бы я сказала. Мужик-то в раскаянии, в уничижении, в жертве сидит один. Возможно, пытался были попытки у него магом стать, следить за вами. Нет, никакого мага из него не получится, если здесь маг-практик, остановленный практик. Вы за ними можете следить, то есть смотреть, как они за вами следят, а вы их просто мониторите. Да, возможно, даже с кем-то вы переругались и почистили себя. За интриги бумеранг получили товарищи, пытаются сбежать от этого. Ну, знаете, здесь человек считает, что он стремится достичь цели, на самом деле в оморочках каких-то пребывает. Если думаете, ведьма какая-то за вами следила еще, да, может, войнушка там, за вашей войнушкой с мужиками баба какая-то следила, она сейчас в жерновах собственных надуманных проблем находится. Вот так вот. Что еще по ней? На выбор поставили. Ага, не на выбор. Нет выбора у человека. Были у нее ключики, видимо, за счет вашего ресурса к урожаю, к плодам определенным. Все, закрылась лавочка. Вот как ваши ритуалы проходят. Я бы сказала, здесь проходят у мужика с чувствами проблема. Он думал власти, силушки хапануть богатырской, а попал в порочный круг бедствий. Причем надолго и стабильно в этом погряз. Мне интересен следующий момент, как для вас прошли. Кроме этого. Ну, на помрачение рассудка вам было делано. Вы, видимо, прислушались к себе. Здесь уже кто-то из людей сказал так: с меня, блядь, достаточно, что жрут мои ресурсы. Я тоже хочу жить хорошо, радостно, ну, здорово, богато. Вы пошли, вы знаете, у вас какая-то радость была. И у вас очень интересный темный охранец стоит. Я же сказала, здесь охранец есть, и не один. Скрытые области знаний не один. Скрытые области знаний получайте, только еблом не щелкайте, уж простите меня, налево и направо.
Ах, ёперный же балет. Ребята, здесь циклично кто-то закрывал ваших охранцов, причем темных, не только темных, и из рода тоже. Прям закрывали, вы вроде бы только-только настраиваетесь, хоп, и под замки здесь поснимайте еще с работ ваших недругов. Циклично, постоянно повторяли это. Если по поводу недоброжелателя, скажу так, если вдруг мужик какой-то, за ним высший абсолют смотрит. По поводу ваших, если действий на целеустремление, желания вам не хватает, огня, действия, путь определите, вот, и познавайте тайное знание. По поводу, вот смотрите, род, который по справедливости должен был отстаивать себя, то есть давать вам энергию, да, давать вам защитников, покровителей. Здесь какие-то царевны с большим самомнением и эгоизмом, как царевна и крыса, понимаете, жаба и крысяндия. Вот они напором двигались и додвигались в гроб, в трансформацию, в собственную смерть. Или в смерть их близких. Да, в их семье будет смерть, я же сказала. Что-то завершится раз и навсегда у них. Все. И пошла бельчатня, называется. Разбитое сердце. На фоне разбитого сердца мы играем в ведьму, в колдушек, обсерушек, блядь. И загоняем свою родовую ветку в еще большую задницу. В принципе, ничего нового. Они проработанные люди. Вот так вот. Надолго не прощаюсь. В ближайшее времечко посмотрим более интересную тему для расклада по этому полнолунию. Алексей, сроду не думал, что попаду в такую ситуацию. Бля, да ну из нас никто не думал, что мы попадем в такую ситуацию. Помните эти розовые шикарные очули? Весь мир прекрасен, вокруг меня истинные друзья. Никто никогда не предполагал. Ладно, ребятушки, почитаю потом чат. Надо мне подготовиться к следующему эфирчику.